В самом сердце Амазонки, где солнце прячется под плотным пологом деревьев, группа туристов отправилась исследовать неизведанные тропы. Это был день, который обещал стать незабываемым приключением. Гид — опытный проводник, знающий каждый уголок джунглей, ведущий группу из 8 человек по извилистой тропе. Вокруг раздавались звуки природы, таинственные и манящие, как заманчивый шепот древнего мира. Сначала прогулка шла как обычно. Захватывающие виды, яркие птицы и осторожная встреча с безобидными обитателями джунглей. Однако ситуация изменилась, когда на пути туристов встала странная преграда — густая стена лиан, которую ранее не замечал даже сам гид. Все остановились, восхищенные и немного испуганные непроходимой зеленью. Нечто в этой стене манило, как будто сама природа звала приблизиться и прикоснуться к тайнам, скрытым за ней. Несмотря на неуверенность, гид решил попробовать обойти это препятствие. Туристы следовали за ним, держась вместе, полные любопытства и желания раскрыть загадки, которые скрывали глаза джунглей. Они не знали, что через несколько шагов их ждет невероятная история, которая изменит их жизнь навсегда. Группа углубилась в густую чащу, и вскоре все вокруг изменилось. Стало темнее, казалось, что даже воздух стал другим. Звуки джунглей утихли, уступив место зловещей тишине, от которой холодило внутри. Внезапно один из туристов, проверяющий время на часах, заметил, что стрелки замедлили свой ход, как будто сопротивляясь невидимой силе. Но не успели они удивиться этому, как дороги назад уже не было. Тропа, по которой они пришли, исчезла, а вокруг стояла непроходимая зелень. Никто не понимал, как это произошло. Все, что оставалось — двигаться вперед, надеясь найти выход из этой таинственной ловушки. Проводник, подгоняемый инстинктами и тревогой, вел группу вперед, стараясь не показывать свою обеспокоенность. Каждый шаг был полон непредсказуемости, а каждый звук — предупреждением. Они шагали словно по следам невидимых существ, словно попадали в другой мир, где время и пространство подчинялись иным законам. Прошло всего несколько часов, когда начали проявляться первые признаки усталости и отчаяния. Казалось, что сами джунгли не желают отпускать их, удерживая в плену своих тайных чар. Но вдруг, словно по волшебству, лианы раздвинулись, показывая тропинку, которую они искали. Группа, вновь почувствовав надежду, отправилась в ту сторону, не подозревая, что следующее открытие будет еще более потрясающим. Как только они вышли на открытую поляну, к ним вернулась перспектива. Стрелки часов вернулись к нормальной скорости, словно время снова потекло своим чередом. Вокруг зазвучали привычные звуки джунглей, а солнце снова выглянуло из-за облаков. Все вернулось к прежнему состоянию, как будто ничего и не было. Туристы, не зная, что произошло, недоуменно переглядывались. Странности остались позади, но чувство тревоги и необычности не покинуло их. Они даже не подозревали, что этот странный эпизод — лишь начало невероятной цепи событий, которые откроют им секреты, скрытые от глаз человечества веками. Джунгли Амазонки — это не просто плотная зелень и шумное царство экзотических животных. Это бескрайняя территория, полная загадок и нераскрытых тайн, которые веками манили к себе исследователей и авантюристов. Скрытые от человеческих глаз, эти леса хранят в себе непрочитанные страницы истории, и порой кажется, что они живут по своим собственным законам, неподвластным времени. Туристы, которые отправились в эту экспедицию, не подозревали, что за каждой лианой, за каждым кустом скрывается неизвестное. В окутанных туманом частях леса встречаются места, о которых ходят легенды, тропы, которые ведут в никуда, и затерянные города, исчезнувшие без следа. Местные жители часто рассказывают истории о тайных пути, где человек может заблудиться навсегда. Они упоминают светящиеся озера и древние руины, которые появляются и исчезают, как миражи. Одни утверждают, что это иллюзия света, созданная уникальными погодными условиями. Другие же считают это проявлением невидимых сил, охраняющих эти земли. Однако, самая интригующая загадка — это слухи о так называемых порталах времени. Старожилы говорят о местах, где течение времени искажается и перестает подчиняться привычным законам природы. Случаи внезапного перемещения во времени или пространстве не раз обрастали мифами и слухами. Говорят, что эти явления происходят в местах с особой энергетикой, там, где пересекаются магниты земного шара, создавая невидимые поля. К таким местам в джунглях относятся определенные зоны, куда редко ступает нога человека. Существует легенда о древнем племени, которое обладало знаниями о таких порталах и использовало их для защиты своих сокровищ. Это племя, как принято считать, исчезло бесследно, оставив после себя лишь смутные догадки и осколки историй, передаваемых от поколения к поколению. Любопытно, что подобные рассказы возникли не на пустом месте. Исследователи утверждают, что периодически в джунглях обнаруживают артефакты, которые невозможно датировать стандартными методами. Это предметы, которые своим стилем и материалом не соответствуют известным культурам региона. Когда наши туристы углублялись в лес, они, сами того не зная, шагали по древним тропам, где такие загадки притягивают и запутывают путников. В густой листве скрывались следы древних цивилизаций, которых уже нет на карте мира. Их путешествие по этим местам было как нескончаемая экскурсия в прошлое, где каждый шаг приносил новые открытия. Но самое удивительное началось, когда они уже почти отчаялись найти выход.
Входя глубже в сердце джунглей, они натолкнулись на странные знаки на деревьях, символы, которые, казалось, указывали направление. Однако, несмотря на свою необычность, эти метки пробуждали чувство спокойствия и уверенности. Туристы решили следовать за ними, ведя своеобразный диалог с невидимой силой, которая наблюдала за ними. Шаг за шагом они продвигались вперед и вскоре заметили, что окружающая их природа начала меняться. Казалось, что деревья, которые окружали их, становились старше, а почва под ногами мягче. В небе начали кружиться птицы, виды которых не существовали в современных справочниках орнитологии. Это были свидетели других времен, словно ожившие в этот момент. Туристы не могли поверить своим глазам, но все происходящее было реальностью здесь и сейчас. Они, сами того не осознавая, стали частью большого и древнего спектакля, разыгрываемого зелеными просторами Амазонки. И впереди их ждали еще более поразительные открытия, которые навсегда изменят их представление о мире и его тайнах, хранимых джунглями. Туристы, потерявшие надежду встретить знакомую тропу, внезапно ощутили возвращение к реальности. Всего через 6 часов с момента их исчезновения густая чаща джунглей снова открыла свои тайны. Путники вышли на залитую солнцем поляну, и сердце каждого наполнилось неожиданной радостью. Усталые и измотанные, они стояли на месте, не веря своим глазам, но окружающая природа, казалось, по-доброму посмеивалась над их замешательством. Первым признаком возвращения стало то, что часы на запястьях снова начали двигаться в своем привычном ритме. Время будто бы вспомнило о них, снова становясь линейным и предсказуемым. Каждое тик-так раздавалось в унисон с ритмом их сердец, принося утешение. Словно подтверждая реальность происходящего, птицы зазвонили своими мелодичными голосами, а листья в ореоле солнечных лучей заиграли всеми оттенками зеленого. Встретив свою группу у края поляны, гид почувствовал облегчение, его инстинкты не подвели. Он еще раз огляделся, удостоверившись, что все в порядке, и с облегчением выпустил долгий вздох. Группа стояла в тишине, пытаясь осмыслить произошедшее. Они не знали, что были в другом времени и пространстве, но факты, которые вскоре всплывут, перевернут их представление о пережитом. Когда путники обрели себя в комфортной зоне, их первая мысль была проверить камеры. Туристы поспешно достали оборудование и начали смотреть записи, ожидая увидеть обычные кадры прогулки. Однако их ожидания не оправдались. На пленке они обнаружили материалы, которые, казалось, были сняты в другой эпохе. Каждая сцена, запечатленная на видео, показывала совершенно другие ландшафты, нежели те, которые они видели наяву. Изображения на экране переносили в прошлое, демонстрируя сцены, недоступные человеческому взору в нынешние дни. Ссылки на времена, когда все было иным, поражали воображение. Сквозь объектив камеры группа наблюдала за тем, как мир менялся, с каждым кадром рассказывая новую историю. Некоторые съемки показывали величественные деревья, исчезнувшие столетия назад, другие — удивительные виды животных, которых невозможно было встретить в современном мире. Все это было реальным, но необъяснимым. Члены экспедиции тесно сгрудились около камер, переговариваясь и обсуждая увиденные кадры. Они понимали, что это происшествие не укладывается в рамки привычного опыта. Камера стала не только свидетелем их путешествия, но и окном в другой мир, открыв перед ними неисследованные горизонты. Факты перед глазами не оставляли сомнений. Они пережили нечто невероятное, до конца не осознавая масштабы произошедшего. Хотя они уже выбрались из джунглей, каждый шаг вперед был словно оглядыванием назад, в то место, откуда они пришли и куда никогда не смогут вернуться в прежнем виде. Эти записи стали наглядным подтверждением того, что в джунглях Амазонки скрыты настоящие тайны времени, ожидающие своего часа, чтобы быть раскрытыми. 6 часов, которые они провели в неизведанном мире, стали для них началом нового знания о том, что скрывается за зелеными кронами деревьев. Но что еще спрятано в глубине джунглей, о чем даже не подозревают жители современной цивилизации? Просматривая записи с камер, туристы и их гид начали осознавать, что столкнулись с чем-то, что выходило за пределы их понимания. На пленке оказались кадры, которые нельзя было объяснить. Камеры, которые должны были фиксировать прогулку по джунглям, удивили всех. На экране появились сцены, которые, казалось, принадлежали далекому прошлому. Величественные деревья, которые давно исчезли с лица земли, и животные, выглядящие как вымершие виды, прогуливались по древним лугам. Было чувство, будто камеры открыли портал в мир, где время шло совсем иначе. Записи показывали сцены, которые походили на картины из энциклопедий о древних цивилизациях. На одном фрагменте группа заметила ритуальные танцы местного племени, одетого в одежды, которые не носили уже много столетий. На другом — невероятные архитектурные строения, чьи руины не сохранились до наших дней. Исследователи переглядывались, не веря своим глазам, но пленка не оставляла сомнений. На кадрах были отражены реалии прошлого, где все было иным. Каждая сцена была как ключ к тайнам прошлого. Было видно, как экосистема джунглей меняется из века в век, как исчезают одни виды и появляются другие, как обширные территории обрастают густыми лесами, предварительно засохшими в прошлые века. Туристы завороженно наблюдали за своим путешествием во времени, осознавая, что те 6 часов, которые они провели в этих загадочных джунглях, могли вместить 6 десятилетий преобразований природы.
Однако на пленке были не только виды природы. Некоторые из записей показали загадочные события, которые заставили группу замереть от удивления. На одном из фрагментов они увидели, как странное сияние окутывает лес, словно все пространство пронизано энергией. Именно такие образы напоминали рассказы местных жителей о порталах времени, о которых говорили легенды. В этих местах, как считали многие, можно было пересекать границы времен и миров. Пока туристы пытались осмыслить увиденное, их мысли уносились в те тайные тропы, где они уже побывали. Все записи подтолкнули их к мысли, что джунгли Амазонки скрывают больше тайн, чем они могли себе представить. Каждый кадр, записанный на камеру, был щелчком в мир, который оставался недосягаемым для человеческого понимания. Это был мир, живущий по своим законам, где привычные правила переставали действовать. События этого невероятного приключения, запечатленные на пленку, стали для участников экспедиции бесценным опытом. Их понимание времени и пространства изменилось навсегда. Они осознали, что, возможно, нашли подтверждение легендам о месте, где время и пространство перестают быть привычными. Камера, ставшая для них свидетелем этих удивительных открытий, перенесла их в прошлое, где они стали молчаливыми наблюдателями событий, которые ушли в историю. 6 часов, которые они провели в этом магическом пространстве, стали началом новой главы в понимании природы и ее загадок. Эти записи теперь будут изучены, чтобы помочь понять, что скрывается за зеленым пологом джунглей. Секреты, которые они открыли, могут изменить представление о времени и его течении, став ключом к неизведанным аспектам мира, в котором мы живем. Но что еще может скрывать этот загадочный лес, остается только предполагать, ведь каждый его уголок хранит свои тайны, готовые открыться лишь тем, кто достаточно смел, чтобы шагнуть за пределы привычного. Просматривая записи с камер, туристы и их гид начали осознавать, что столкнулись с чем-то, что выходило за пределы их понимания. На пленке оказались кадры, которые нельзя было объяснить. Камеры, которые должны были фиксировать прогулку по джунглям, удивили всех. На экране появились сцены, которые, казалось, принадлежали далекому прошлому, величественные деревья, которые давно исчезли с лица земли, и животные, выглядящие как вымершие виды, прогуливались по древним лугам. Было чувство, будто камеры открыли портал в мир, где время шло совсем иначе. Записи показывали сцены, которые походили на картины из энциклопедий о древних цивилизациях. На одном фрагменте группа заметила ритуальные танцы местного племени, одетого в одежды, которые не носили уже много столетий. На другом — невероятные архитектурные строения, чьи руины не сохранились до наших дней. Исследователи переглядывались, не веря своим глазам, но пленка не оставляла сомнений. На кадрах были отражены реалии прошлого, где все было иным. Каждая сцена была как ключ к тайнам прошлого. Было видно, как экосистема джунглей меняется из века в век, как исчезают одни виды и появляются другие, как обширные территории обрастают густыми лесами, предварительно засохшими в прошлые века. Туристы завороженно наблюдали за своим путешествием во времени, осознавая, что те 6 часов, которые они провели в этих загадочных джунглях, могли вместить 6 десятилетий преобразований природы. Однако на пленке были не только виды природы. Некоторые из записей показали загадочные события, которые заставили группу замереть от удивления. На одном из фрагментов они увидели, как странное сияние окутывает лес, словно все пространство пронизано энергией. Именно такие образы напоминали рассказы местных жителей о порталах времени, о которых говорили легенды. В этих местах, как считали многие, можно было пересекать границы времен и миров. Пока туристы пытались осмыслить увиденное, их мысли уносились в те тайные тропы, где они уже побывали. Все записи подтолкнули их к мысли, что джунгли Амазонки скрывают больше тайн, чем они могли себе представить. Каждый кадр, записанный на камеру, был щелчком в мир, который оставался недосягаемым для человеческого понимания. Это был мир, живущий по своим законам, где привычные правила переставали действовать. События этого невероятного приключения, запечатленные на пленку, стали для участников экспедиции бесценным опытом. Их понимание времени и пространства изменилось навсегда. Они осознали, что, возможно, нашли подтверждение легендам о месте, где время и пространство перестают быть привычными. Камера, ставшая для них свидетелем этих удивительных открытий, перенесла их в прошлое, где они стали молчаливыми наблюдателями событий, которые ушли в историю. 6 часов, которые они провели в этом магическом пространстве, стали началом новой главы в понимании природы и ее загадок. Эти записи теперь будут изучены, чтобы помочь понять, что скрывается за зеленым пологом джунглей. Секреты, которые они открыли, могут изменить представление о времени и его течении, став ключом к неизведанным аспектам мира, в котором мы живем. Но что еще может скрывать этот загадочный лес, остается только предполагать, ведь каждый его уголок хранит свои тайны, готовые открыться лишь тем, кто достаточно смел, чтобы шагнуть за пределы привычного. Когда туристы сталкиваются с невероятными явлениями, как те, что произошли в джунглях Амазонки, трудно удержаться от желания углубиться в разгадку тайны. Сразу после возвращения в обычный мир их мысли были полны удивительных открытий, о которых они не могли и мечтать.
Из записей, сделанных во время прогулки по неведанным тропам, следовало, что они, возможно, обнаружили древние порталы, скрытые среди густых лиан и деревьев. Легенды о таких порталах и тайных тропах живут среди местных жителей, которые говорят о проходах через время, скрытых в сердце джунглей. Эти истории передаются из поколения в поколение, но до сих пор не было убедительных доказательств, подтверждающих их правдивость. Туристы, сами того не осознавая, стали свидетелями того, что казалось просто мифами, перемещением во времени и встречам с прошлым. В процессе просмотра записей исследователи начали делать выводы о том, что происходило, когда они заблудились. Они вспомнили, как необычные знаки на деревьях притягивали их внимание. Эти метки были не просто случайными символами природы. Они, похоже, указывали на направление движения, которое привело их к разгадке тайн времени. Что-то в этих знаках было древним и мистическим, как будто сила, скрытая в джунглях, вела их к своим скрытым сокровищам. Туристам удалось найти такие места, как это, благодаря своей интуиции и жажде приключений. Они двигались как будто по предначертанному маршруту, который в конечном итоге провел их через портал времени. По мере продвижения по тропе, они начали замечать изменения не только в окружающей среде, но и в себе. Их восприятие времени изменилось, и каждый час казался одновременно длинным и коротким. Важным открытием стало и то, что местные племена, возможно, знали об этих тропах и порталах гораздо больше, чем принято считать. Их знания, передаваемые устно, говорили о том, как можно безопасно проходить через такие области, получая при этом уникальные возможности узнать о прошлом. Для них это было не просто путешествие, а способ взаимодействия с миром, где время текло по-другому. Погружаясь глубже в изучение записей с камер, туристы обнаружили, что их путь, проложенный через время, привел их к пониманию сущности этого места. Джунгли Амазонки открылись им как нечто большее, чем просто загадочный лес. Это был живой организм, хранящий в себе секреты древних народов и уже исчезнувших цивилизаций. Каждый уголок этого мира был словно застывшей страницей истории, хранящей в себе знания о том, что было прежде. Но самое интригующее – это то, что, несмотря на все открытия, лес оставил множество вопросов без ответа. Тайные тропы и порталы, которые они исследовали, указывали на существование силы, о которой современная наука лишь догадывалась. Может быть, именно эти силы и позволили им пережить невероятное и вернуться невредимыми. Туристы поняли, чтобы узнать больше, необходимо не только исследовать, но и уважать природные законы, которые поддерживают баланс в этом загадочном мире. Эта история стала для них не просто воспоминанием об удивительном приключении, а настоящим вызовом. Они вернулись с чувством, что теперь обладают частью великой тайны, сокрытой в джунглях Амазонки. Но что еще скрывает этот мир, предстоит выяснить уже следующим отважным путешественникам, готовым шагнуть за грань обыденного и постичь секреты времени. С каждым шагом через густые джунгли Амазонки туристы словно погружались в пелену веков, приоткрывая занавес иного мира. Их камеры стали немыми свидетелями загадочной симфонии природы, передавая кадры, которые невозможно объяснить. Они запечатлели величественные деревья, давно исчезнувшие в эпохах, и фантастических животных, словно вышедших из мифов. Тайны, обнаженные перед ними, стали неоспоримым доказательством того, что они пересекли границы времени, открыв зеленые просторы прошлого. Среди записей, найденных на пленке, они наткнулись на сцены древних ритуалов. Племена, одетые в традиционные одежды, занимались танцами и обрядами, скрытыми от глаз современности. Камера зафиксировала архитектурные сооружения небывалой красоты, от которых, как они узнали позже, остались лишь фрагменты руин. Эти кадры, словно ожившие иллюстрации из старинных книг, раскрыли перед участниками экспедиции историю, скрытую за тысячелетиями. Путешествуя по этим тропам, группа открыла для себя, как джунгли менялись из века в век. Они видели, как исчезают и появляются виды, как леса, прежде засохшие, обрастают пышной растительностью. Были моменты, когда камера уловила странное сияние, пронизывающее лес. Это были образы, напоминающие легенды о гармонии времени среди троп, где она перестает быть привычной. Но записи оказались не только о красках природы. На пленке также запечатлены странные метки на деревьях, которые, как стало ясно группе, являлись указателями. Эти символы, словно шифр древних племен, вели их за собой, раскрывая тайные истины джунглей. Это было не просто путешествие, а углубление в историю, где каждый шаг открывал новые горизонты. Они шагали по тропам древних цивилизаций, исчезнувших в веках, но оставивших свои следы в этих лесах. Камеры, как верные спутники, фиксировали все, помогая разгадать загадки времени, скрытые от глаз простых смертных. Это была не просто экспедиция, это было открытие новой страницы в понимании джунглей. По мере продвижения вперед туристы находили свидетельства того, что местные племена знали об этих тропах. Устные традиции рассказывали о порталах времени и путях, о которых современные исследователи могли только догадываться. В этом месте каждый уголок, каждая метка становились проводниками в мир, где сила времени была подвластна тем, кто знал его тайны. Туристы поняли, они нашли то, что скрывалось веками. Они стояли на пороге невероятного открытия, следы древних цивилизаций, которые указывали путь к разгадкам великих тайн. Это было как окно в иной мир, где прошлое и будущее сплетаются в один поток.
Их камеры, ставшие верными спутниками, запечатлели эти моменты на видео, поражая воображение. Несмотря на все открытия, джунгли Амазонки оставались полны загадок. Каждый шаг вперед приносил новые находки и вопросы. Камеры, запечатлевшие это невероятное путешествие сквозь время, подтвердили догадки о том, что лес скрывает тайны, которые еще предстоит раскрыть. Туристы осознали, они открыли лишь часть великой истории, но оставили за собой след, который навсегда изменит их восприятие мира и времени. Теперь перед ними стояла задача передать это знание следующим поколениям, чтобы те смогли разгадать тайны, хранимые Амазонией. Исследователи старались выяснить, почему камера продолжает работу, хотя все признаки указывали на то, что шахта давно заброшена и закрыта. Одной из версий была идея, что камера могла служить для наблюдения за чем-то, что было спрятано в глубинах шахты от посторонних глаз. Но что именно могло представлять такой интерес, чтобы оправдать риск и затраты на поддержание трансляции? Одно из предложений касалось предположения, что камера использовалась для отслеживания геологических изменений в подземных коридорах. Возможно, кто-то продолжает изучать движение пород, предсказывая возможные обвалы или сдвиги. Однако подобная теория не объясняла, почему для этого требовались такие сложные и скрытные технологии, в особенности в условиях закрытой шахты, куда не имеет доступ ни одна официальная организация. В это время внимание исследователей привлекли события, происходившие в шахте накануне ее закрытия в середине 20 века. В архивах удалось найти описания исследований, которые могли иметь отношение к новейшим разработкам в области геологии и энергетики. Появилась гипотеза, что камера предостерегала от опасности, связанной с открытыми в ходе этих исследований явлениями. Но почему понадобилось прятать такую информацию и кто мог бы быть заинтересован в этом, оставалось открытым вопросом. Не отказывались исследователи и от гипотезы о возможном военном назначении камеры. Ведь, как выяснилось, в конце 50-х годов 20 века в шахте проводились тесты, результаты которых были засекречены. Возможно, эта камера – часть системы наблюдения за оружием или устройством, созданным для исследований в области физики. Но даже эта версия не полностью объясняла постоянное функционирование установки. Исследователи также обратили внимание на таинственные символы, оставленные рядом с камерой. Их структура и расположение могли указать на принадлежность к определенной группе или организации. Этот факт заставлял предположить, что шахта, возможно, использовалась в качестве базы для проведения закрытых операций. Но кто стоял за ними и почему камера продолжала работать, несмотря на риск обнаружения, оставалось невыясненным. Пытаясь прояснить эту запутанную историю, исследователи обратились к известным событиям в истории подобных объектов. Известно, что в шахтах и рудниках, использованных для секретных экспериментов, иногда оставлялись активные системы наблюдения и мониторинга, чтобы следить за процессами, развивающимися после завершения проекта. Однако в случае с камерой в этой шахте не было найдено никаких сведений, подтверждающих участие военных или исследовательских групп в недавнем прошлом. В связи с этим исследователи начали разрабатывать теорию о том, что камера могла стать частью новой технологии, способной фиксировать определенные природные или физические процессы. Их интересовало, каким образом камера могла регистрировать явления, идущие за пределами видимого спектра. Возможно, за кадром камеры оставалась другая, невидимая часть шахты, доступная лишь через ее объектив. Хоть такая версия и звучала фантастически, она могла объяснить, почему система оставалась активной, несмотря на явную угрозу ее обнаружения. Привлекая ресурсы и контакты, исследователи начали искать связи с организациями, которые могли провести аналогичные эксперименты. Они связались с коллегами из других стран, которые занимались изучением шахт, чтобы выяснить, использовались ли такие камеры когда-либо в других местах. Возможно, за решением этой загадки стояли международные силы, заинтересованные в получении особой информации, связанной с уникальными природными образованиями. Так, шаг за шагом, исследователи пытались проникнуть в суть этого таинственного дела. Объединяя усилия, они не оставляли надежды на то, что однажды все кусочки пазла сложатся в общую картину. Жажда знаний и стремление к разгадке вели их вперед, обещая новые открытия и понимание того, что действительно скрывается в недрах заброшенной шахты и зачем кто-то настойчиво продолжает ее исследование через удаленную видеокамеру. На последних этапах исследования группа инженеров решает провести эксперимент по активации устройства. Они делают теоретический расчет, который показывает, что при определенных условиях можно создать небольшой временной портал. Для проведения эксперимента вы выбираете безопасное место в подвале. Исследовательская команда тщательно проверяет все расчеты и устраняет возможные ошибки, чтобы обеспечить успех попытки. В момент активации устройства в воздухе раздается тихий треск, а пространство перед вами начинает слегка мерцать. На краткий миг появляется изображение, нечто вроде окна в прошлое, через которое можно разглядеть улицы викторианской эпохи, наполненные людьми той эпохи. Это удивительное зрелище подтверждает теорию о возможном перемещении информации сквозь время, и вы понимаете, что находитесь на грани величайшего открытия в истории. Свет от устройства медленно гаснет, но оставляет за собой массу вопросов.
Теперь вы знаете, что Брэдли был не просто увлеченным ученым. Его работа открыла дверь в прошлое. И хотя эксперимент продлится всего несколько мгновений, он подтверждает возможность связи между эпохами. Остается еще много работы, чтобы до конца разобраться в наследии Брэдли и его открытиях, но ваше расследование уже изменило представление о времени и нашем месте в нем. Теперь вы понимаете, что имеете дело с истинной загадкой, которую предстоит разгадать. Пассажиры, столкнувшиеся с такими испытаниями, в конце концов осознали, что их невероятное путешествие не только изменило их собственную жизнь, но и оказало заметное влияние на общество в целом. Их история продолжает вдохновлять людей на изучение новых горизонтов и поиск истины. Прошедшее время и пережитые события только укрепили их решимость и желание делиться своим опытом, и они продолжали акцентировать внимание на том, что загадочные силы нашей Вселенной все еще могут таить множество сюрпризов. В заключение стоит отметить, что наследие пассажиров оставило глубокий след в сознании людей и научном сообществе. Их история привлекла внимание к теме временных аномалий и непознанных сил природы, породив новые исследования и направления в изучении времени и пространства. Пассажиры стали не только свидетелями удивительных явлений, но и символом надежды и веры в невероятные возможности, которые может предложить наша Вселенная.